Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Этим летом Наталья с дочкой впервые выбралась в горы не в туристическую зону с экскурсиями и отелями, а в почти дикую местность на границе с Алтаем, куда их позвали друзья, давно уехавшие из города. Жили они в старом, но уютном деревянном доме, окруженном лесом, полянами и узкими тропинками, уходящими вглубь к ручьям, склонам и почти нетронутым участкам. Для Натальи это была возможность отключиться от всего. Она убрала телефон, не брала ноутбук, почти не включала интернет и просто смотрела, как ее 6-летняя дочь, Лена, бегает по траве, гладит коз, слушает птиц и с утра до вечера не просит мультики. На третий день после приезда, под вечер, когда солнце только начинало прятаться за склоны, Наталья сидела с хозяйкой дома на крыльце, разговаривала о жизни, не замечая, как тянется время. Лена играла где-то на лугу перед домом, таскала камушки, пускала кораблики в лужу, потом вдруг сказала, что хочет собрать цветов. Наталья отпустила ее, не думая о том, как быстро может поменяться обстановка. Луг был рядом, тропинка уходила влево и вела в заросший участок, за которым начинался склон. Прошло минут 10, когда Наталья впервые почувствовала тревогу. Слишком тихо. Не было ни шагов, ни голоса, ни звона ее браслета. Она позвала дочь. Поднялась, обошла дом, луга пусты. Хозяйка сказала: «Не паникуй, может, за кустами». Наталья все равно пошла по тропинке, начала звать громче, уже на грани срыва. В этот момент с другой стороны, с противоположного края тропы, из леса вышел волк. Он появился не резко, не как в фильмах, где зверь выпрыгивает с рычанием, а спокойно и настороженно. Он шел по тропинке, глядя перед собой, как будто точно знал, куда идет. Наталья замерла, не в силах даже крикнуть. В голове паника. Волк, ребенок рядом, что делать? Она хотела побежать, но ноги не слушались. Волк не ускорялся. Он прошел мимо кустов, в сторону, где начинался спуск, и вдруг остановился. Присел. Замер. Тогда она увидела Лену. Она стояла у самого края склона, на краю ямы, покрытой сухими ветками. Это была старая, давно проросшая охотничья яма, о которой никто из взрослых не знал. Один шаг, и девочка бы туда провалилась. Волк находился между ней и ямой. Он не двигался, но все его тело было напряжено, как будто он перекрыл ей путь. Лена смотрела на него с широко раскрытыми глазами и не делала ни шага. Она была в безопасности только потому, что он оказался между ней и пустотой. Когда Наталья кинулась к дочери, волк уже отступал. Он даже не оглянулся, просто ушел обратно в лес. Девочка бросилась в объятия матери, плакала, но не от страха, а от того, что слишком долго была одна. Она говорила, что дядя Волк просто вышел к ней и стал рядом. Он не рычал, не нападал, просто смотрел и никуда не уходил, пока не появилась мама. Потом местные сказали, что в тех краях водятся одинокие волки, иногда подходящие близко к людям, но никогда не нападавшие. Кто-то смеялся, мол, Лене повезло, что это был умный волк. Но Наталья не смеялась. Она знала, что в тот день зверь вышел не просто так. Он оказался рядом и, возможно, спас ее дочь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.